Сегодня я хотел бы рассказать, как можно написать вот такого петушка по фотографии из интернета. Фотографий таких сейчас очень много, можно подобрать на любой вкус. Вот в частности, мне понравился вот такой петушок. Правда, мне не нравится вот этот фон, такой изумрудный, достаточно неживописный. Конечно, его нужно было обыграть, как-то сделать более теплым, более живописным. Для этого, как обычно, я смазываю холст такой тонированной смазкой. Описание, ссылочка на эту смазку будет внизу видео. Вот, смазываю тонким слоем. По высыхании разбавителя там остается тончайший слой масла, ну такой достаточный, чтобы краска легко впаивалась в холст. Рисунок точно не нужно делать, достаточно просто какие-то основные пропорции соблюсти петушка, но желательно, чтобы было это достаточно аккуратно сделано, выполнено, без ошибок. Иначе, ну, как известно, что неряшливый рисунок – это неряшливая живопись. Это очень важно помнить. В общем, к рисунку нужно отнестись достаточно внимательно. Вот. Ну вот и наношу какие-то первые краски с широкой кистью, особо не задумываясь, быстро можно работать. Ну, естественно, цвета нужно такие делать сдержанные, в отличие от нашего изумрудной полянки с нашим петушком. Я решил сделать в таких охристых, точнее в оливковых тонах. Оливковый у меня это смесь охры с желтой, в пропорции две части охры и желтой с одной частью зеленый травяной, мастер-класс. Получается такой очень красивый летний теплый оттенок, тепло-зеленый. Вот, и на его основе добавляю то красного, то желтого в эту оливковую смесь, практически без белил. Я разношу по полю, по поверхности холста. Здесь, кстати, очень важную, просто важнейшую роль играет наша цветная смазка для холста, вот эта вот светло-коричневая. Она объединяет в одну гамму работу, она смешивается, подмешивается в краску поверх наносимую, плюс она просвечивает в незакрашенных местах. Это очень важная, как бы, объединяющую роль она выполняет. Вот как бы обрисовывается сначала контур петуха. Это нам методически более правильно выполнить сначала то, что на заднем плане, чтобы потом прокладывать на него передний план, то есть самого петуха. Иначе придется обрисовывать его зеленой краской, зеленый цвет будет смешиваться. Но это не очень удобно. В масле удобно идти от заднего плана на передний. Вот какие-то дорожки тут придумал, чтобы не такое равномерное поле было за петухом, фиолетовыми такими оттенками, мазками, сдержанно фиолетовыми. Ну вот и теперь можно уже приступать к голове петуха. Это чистый кадмий, светлый, а в теневых местах, в полутенях добавлен немного фиолетовой краски, а в теневых умбры, точнее марс коричневый темно-прозрачный. Вот, рисуется, поглядывается на натуру. Особого портретного сходства нам добиваться не обязательно. Это не портрет человека. Вот теневые места красного, повторяюсь, тут кажется фиолетовый, в кадмии красно-светлый я добавлял фиолетовую краску, ультрамарин фиолетовый, а в теневые места, именно которые обращены к земле, марс коричневый темно-прозрачный. Вот клюв, это охра желтая, чистая, без разбелки. Вот тут что-то над глазом у него красное. Анатомию петуха нам знать совсем не обязательно. Достаточно просто в правильных местах, правильным тоном и желательно правильным цветовым оттенком проложить краску, и картинка сложится сама собой.
небольшие отклонения, как в рисунке, так в цвете, совсем не критичные для такого вида живописи свободного. Наш мозг легко сложит все это вместе. Ну, то есть педантичности здесь совсем не обязательно относиться с педантичностью к такому виду живописи. Вот глаз нужно найти, конечно, в нужном месте посерединке головы, там, где он должен быть, а не на лбу где-нибудь блик практически белилами, и все, и он уже смотрит. Вот. Рисовал я это достаточно быстро, по-моему, этот рисунок около 4 часов, эта картинка была нарисована. Да, вот лишнюю краску, конечно, можно выбирать вот так вот, чтобы она не мешала, не протирая, просто прикладывая мягкую ткань, и чтобы она как в промокашку уходила лишнее масло, и оставалось только тонкий слой его. И потом уже не мешает. Для бликов, блики можно придавливать пальцем, чтобы они как бы вдавливались и жестко не выглядели. Так, вот здесь подкладка под перья, тоже чистой оливковым колером. И вот уже свободно вот так вот можно наносить какие-то с разбелкой перышки, вот какие-то оттенки внизу. Достаточно свободно. Здесь цвет действительно можно очень преувеличивать, привирать. Главное тонально держаться, чтобы была какая-то материальность нашего петуха, чтобы он что-то весил. Ну, то есть плотность живописи, так называемая, чтобы соблюдалась. Чтобы не было как бы акварельного рисунка, чтобы темные места были темными, полутона были полутонами и так далее. Ну и разбелки, конечно, не должно быть в светлых местах. Итак, вот перышки какие-то, это, по-моему, умбра натуральная с синими и фиолетовыми красками. Набрасывается очень быстро, не задумываясь. Как бы тут достаточно вольно все сделано. Вот где-то красный мелькнет, где-то коричневый. Вот опять же это оливковый колер. Тут он основной в этой картине. Вот, работа кистью, нужно варьировать работу кисти. Во-первых, менять сами кисти, да, достаточно, чтобы разнообразный был мазок, чтобы была укладка масла разнообразной и интересной. Вот. И кисти менять, и рукой работать в разных направлениях, разного размера кисти брать желательно, конечно. Класть мазок нужно стараться по форме. Смотрим примерно, как там перышки. Это очень важно. Это придет со временем, вот такой, с опытом, что рука будет автоматически повторять форму там травы, чего-то там, листьев, и так далее, так далее. Вот, ну, на начальном этапе нужно стараться повторять форму кистью. Вот здесь вот в притирочку слегка мягкой кистью разбеленную краску какую-то наносим, едва касаясь, повторяя как бы оперение. Вот тут уже более мелкими такими касаниями. Да, вот здесь вот такой драной кистью тоже перышки получаются, что интересно, они такие параллельные получаются, достаточно правдоподобные. Вот снизу под петухом какие-то мазки с изумрудной краской, что-то Марс коричневый, по-моему, с изумрудной. Такие теневые, достаточно плотная тень. Если ее сделать светлой, она будет неубедительной. То есть как бы петух будет в воздухе висеть. Тень должна быть достаточно плотной. Вот здесь оливковая с коричневой краской, с Марсом коричневым. Такие как бы мазки. Просто особо не повторяя. Можно здесь повторить как бы и траву. Но здесь я решил не повторять, как бы решить мазком. Вот опять же менять кисти.
Вот тут овальная кисть, круглая была только что, щетина. Вот дорожка фиолетовая. Кстати, в живописи, в природе мало фиолетового цвета, как бы в натуре, но в живопись очень любят фиолетовый цвет. В пейзаже очень красиво смотрится. Ну, естественно, когда его в меру, чтобы где-то какие-то мазки были фиолетовые. Вот. Здесь фиолетовый у меня ультрамарин фиолетовый и краплак фиолетовый в разбеле. В разбеле и плюс к нему, конечно же, примешиваются все эти краски, которые на кисти, на палитре. Ну, то есть вот так вот неяркие оттенки фиолетовые, достаточно сдержанные. Так, вот овальная кисть работает. Просто что-то набирается с палитры, что-то подбирается уже на самой картине. Вот школьная кисть. Советую, рекомендую, кто занимается пейзажем, вводить в арсенал и работу вот такой круглой кистью. Кисть это, по-моему, школьная, она практически неубиваемая, стоит дешево и она очень много краски в себя вбирает. Достаточно удобно с ней работать. Мазок такой круглый получается. И в сочетании с квадратным мазком, плоской кистью очень интересно. Вот. Вот такие вот круглые мазочки получаются интересные. Вот переходим на петуха сразу же. Вся картина получается в одной гамме, в такой зеленовато-золотистой, такой вечерние оттенки. И все это объединено одним тоном. Так вот здесь флейцем мягким можно что-то объединить, стушевать какие-то резкие мазки самым кончиком флейца сухим, то есть без краски кисть должна быть. Вот какие-то можно этим же флейцем и травинки нарисовать на темном фоне тени. Какие-нибудь там цветочки даже можно нарисовать. На темном фоне выгодно какие-то светлые места, очень хорошо контрастно смотрятся. Так, вот более насыщенные изумрудные оттенки, чтобы немного разбавить однородность зеленого оливкового цвета. Ну вот и в оставшееся время можно поработать уже немножко над самим портретом птицы. Тут уже немножко можно постараться, уже вот упор для руки должен быть какой-то, либо же пальцем упираться. Ну, советую сделать какой-нибудь муштабель для этого дела, намного более удобно. Вот здесь светлые места, это кадмий желтый светлый, практически без разбелки. Ну, возможно, есть немножко белил, но самая малость, так как белила у нас ахроматик, как известно, ахроматический цвет, он очень быстро снимает, очень легко снимает насыщенность нашей краски, то есть при даже минимальном добавлении в краску белил насыщенность смеси очень быстро, очень сильно снижается. Вот красный цвет на зеленом фоне очень выгодно смотрится, очень контрастно. Ну что еще? Вот так ведется работа. Вот это, кстати, у меня самая мелкая кисть из моего арсенала, синтетика. То есть я к тому, что не нужно мелкими кистями работать. Вот это такая средняя кисточка, мягкая, и можно уголочком работать, достаточно тонкие вещи проводить. Да, но естественно есть еще у меня колонок единичка для подписи, ну там блик какой-нибудь посадить. А так вот такой кистью достаточно удобно работать и над мелкими деталями. Так, кстати, будет и рука тренироваться, как бы упражняться в том, чтобы из широкой кисти уголочком что-то сделать. То есть даже полезно работать более широкими кистями.
Нужно широкой кистью работать до тех пор, пока уже не получается какую-то тонкую вещь сделать, когда уже становится невозможным. До этих пор стараться работать более широкой кистью. Вот, так вы научитесь быстрее чувствовать кончик инструмента, кончик кисти. Вот, краски тут уже достаточно. У петуха вот она просто притаптывается кистью, берется с соседним, смешивается с соседними оттенками. Вот глаз дорабатывается более выпукло какими-то оранжевыми, да, вот чисто кадмий оранжевый. Вот зрачок это марс-коричневый темный прозрачный. Вот тут что-то поправляю. Да, глаза у петуха оранжевым таким белки. Так, и вот кладется блик. Блик, естественно, не белилами, а белила должны быть теплыми, то есть, например, немножко оранжевого в них добавлено или кадмия желтого, потому что это как бы свет солнца. То есть блик должен всегда быть окрашен источником света. Так, вот какие-то контуры можно поправить. Это у меня зеленая такая краска, светло-зеленая, колер кадмий желтый светлый, с небольшим добавлением зеленой ФЦ или же изумрудной, получается такая очень яркая, звонкая зеленая краска, светло-зеленая, очень хороша в пейзаже. Вот ей можно, вот сейчас я поправляю контуры какие-то гребешка. Вот. Да, вот немножко объемность придается, выпуклость глазу. Вот можно перышек нацарапать обратной стороной кисти по свежей краске. Вот краски тут, как я говорил, уже достаточно лежит на холсте. Ее можно чисто разносить, притаптывать, уже кистью как-то моделировать. Уже новые краски не обязательно ложить на холст. Ну вот какие-то поправления и все. На все про все около 4 часов у меня ушло. Да, вот я забыл сказать, там еще на заднем плане какие-то цветочки наторкал торцом кисти вот этой рваной своей. Как-то более-менее оживил. Ну, вот такой вот петушок получился.